Итак, привет всем, кто есть на стриме, и тем, кто в записи когда-то этот стрим может будет смотреть. Привет, Игорь, привет, Саша, привет, Злая. Привет и вам. Сегодня мы наконец-то переключаемся на уже что-то другое, кроме Силксонга. Первое на очереди у нас сегодня будет, кроме Силксонга этого самого, DLC. Еще одно, о котором я на каких-то там стримах, помнится, оговаривался чуть-чуть, что есть еще у меня незакрытый гештальт еще по одной игре, по еще одному DLC, а не только в Horizon. И вот это вот оно. DLC с этого ассасина, которого я проходил еще где-то почти год назад, еще летом, где-то в конце лета, что ли. И DLC там вышло тоже где-то осенью, то ли в начале, то ли в середине осени. Уже полгода как вроде как. И гештальт не закрыт. Надо бы. И его тоже допройти, и этот гештальт закрыть. Чтобы в долгах там не было. Оно вроде как тоже коротенькое, как и в Horizon. Где-то на 1-2 стрима, скорее всего лишь. Посмотрим. Я снова здесь. Ой, привет тебе тоже. Блин, как мне к тебе обращаться? Я боюсь опять обидеть, неправильно произнести твой ник. Тем более это еще, наверное, не ник, а опять эти теги на ютубе, в которых теги одни, ники другие, и привыкай заново ко всему этому. В любом случае, рад снова тебя видеть, кто не забыл. Я все еще на арене с птичками сижу, в мрачной топе. Но могу только тебе пожелать терпения, удачи и скилла, чтобы все получилось, чтобы все было хорошо. Как ваши дела у остальных? Вот Злая уже поведала нам, что в мрачных топях мучается еще. Как у тебя, Игорь, дела? Как у тебя, Саша, дела? Во что играете, может? Играли ли вы вдруг в этого ассасина или хотя бы, может, слышали, видели, что из него? Мы когда-то вроде что-то обсуждали по нему, но это было уже давно, по-моему. Так, ладно. Основную игру я, естественно, уже полностью, по крайней мере, сколько смог, столько и постарался сделать. У нас сегодня DLC, которая как раз вот на нашей базе где-то тут начинается. Вот что-то из этого. А, вот оно. Этот квест, который ведет как раз DLC. А DLC это у нас будет на вот этом острове. Еще когда основная игра, кто-то рассказывал, что на этом острове в будущем будет что-то, будет какой-то контент. Но я думал, если честно, что будет, может, не на острове, а может где-то тут. Может, где-то вот тут. Тут прям вот такие большие закрытые локации были. Ну, либо это так и останется навсегда закрытым, либо, может, в будущем еще что-то будет. Не знаю. Ну, такой маленький остров, но оно и видно, наверное, будет, что DLC будет коротенькое. Локация такая маленькая. Не знаю, что там будет по доп-квестам или не будет. Сколько сюжетка сама будет длиться. Как-то так. Ахахахаха, спасибо. Не за что. Играю в Crimson Desert. Так-то нормально. Эх. Ты впервые, точнее, первый успел заценить. У меня он в планах тоже все еще висит. Вот, наверное, как раз после DLC и у меня руки до него дойдут тоже заценить, что же там. Новые ассасины играть не собираюсь. Слоп. Понятно. Понято, принято. Я еще, кстати, тут, наверное, потихоньку начинаю заболевать, поэтому, может, у меня с голосом что-то уже не так, как должно было быть. Может, уже в нос немного говорю, или горло будет хрипеть временами. Так что держу в курсе. У меня нормально. Монтирую. Чё монтируешь? Еще какие-то видосы, кроме пантеонов, решил попробовать. Так, это вот этот квест вроде как DLC нам надо. О, у меня муж в этой игрушке завис. Crimson Desert? Я чувствую, что я тоже скоро к вам всем присоединюсь и тоже там застряну.
Только надо вот сначала DLC, закрыть гештальт на 1-2 стрима, скорее всего. И все, и пойдем туда. Как можно скорее. Привет, Азель. Привет и тебе. Я ее из семейки бесплатно захапал. Семейки? Я бы на эту игру не тратил бы почти 5к деревянных. О, звучит страшно, да. Ну, наконец, мы играем самую не скатившуюся серию игр. Вот интересно будет ваше мнение по ходу этого DLC. Я надеюсь, тут не будет, как в DLC с Horizon, куча повестки и куча всякого остального страшного, ужасного. Такого вот. Так, ладно, давай. Я уже не помню, на чем у нас остановилась сюжет в основной игре. Почти год прошел, уже ничего не помню вообще. И да, я в основной игре почти везде, почти всегда играл только за Наоэ. Потому что стелс — это основа Assassin's Creed, а не вот эти вот танчить за Ясуки. И, блин, для меня еще с самого начала игры там было как-то несусветно играть за него, поэтому я везде, где только мог, играл за нее только. И так и будет продолжаться, скорее всего, и дальше. Ну да. Тут же это самая моя любимая механика. Искать. Догадываться вот так вот. Ладно. Так, в Сетсу. Сетсу, окей. С пиком Накаяма. Это где? Это вот тут. Ищите святилище Нисимония. Нисиномия, то есть, господи, эти названия. То есть где-то тут. Нашел. Так, еще мне интересно, что тут вот еще какие-то квесты появились новые с тех времен. Прохождение всех боссов без урона и без амулетов. И как успехи? Кике, 隠れておったわけではない。そうは見えんがな。ここはかつて農村だったのだが、今ははぐれ者を受け入れておるのか。ここへ来たことがあるのか。ああ、そうさ。遠い昔にね。トミー、紹介してくれるか。Ими семейный допуск. С друзьями типа аккаунт объединить. А, это я понял, да. Это я знаю такое. Кто-то ее купил, а я ей теперь играю. Понял, все теперь. Да, хорошая штука. А вообще, когда закончу всю эту тему с пантеонами, то буду модовых боссов бить. Моды — это интересно. Я-то за моды вообще ничего не видел, не следил, не искал, не знаю. Кто, сука? Я, сука? Не-не-не-не-не, никто. Привыкайте к этим японским штучкам, именам, названиям. Это еще не раз будете
шутки шутить на эту тему. 隠し事とは珍しいな。富は隠し事だらけだが、私のことは話してくれるだろう。話しただろ。ここはある戦で灰になったと。私まで灰にならずに済んだのはこのルフィーノと仲間のおかげなんだよ。平次と私はルフィーノに救われたんだ。平次、あの坊主か。もう坊主じゃないよ。それで何をしにここへ？必要なのだ、真を置けるものが。私はこの二人にならば命を預けられる。藤林直江だ。そしてこちらは安家。安家。この地の名を持つ偉人とはなかなかに珍しい。はぐれ者が生き延びるにはなじまねば。はぐれ者は皆兄弟も同然だ。参れ、酒でも飲みながら話を聞こう。私の酒だ。Мне Shadow сам по себе не нравится. Здесь от ассасина только название. Ну, как и про остальные другие последние части, можно также сказать, я думаю. Но мне прям хочется уже гештальт закрыть. И этот 1-2 стрима перетерпеть и забыть. それで何があったんだい？はるばる私のところまで来るなんて。エルミゴと私はポルトガル人のもとで通詞をしておった。しかし使いの者が死んだと聞き、その件を調べた。すると何者かが民を殺してはその後釜に別のものを据えておることが分かった。狙われておったのは大名や役人ではない。とりわけ変わったところのない商人や漁師、料理番らであった。何故民を殺す？ある地を滅ぼさんとするならばそれが一番であろう。そやつらをいかにして止める？奴らの船を狙う、殺そうとしている者の名や居所の書きつけがあるはず。それを葬り去れば標的が分からず手は出せぬはず。民らを救うてくれるならその借りは決して忘れぬ。二人は手を貸すさ。貸しなんてなしでね。トミー、手を貸さないって言うなら追い出してやるさ。野宿をする羽目になったら私の酒を振る舞うことはできないだろうね。ほら、さっさと行ったらどうだい？船を探すんだろ。変わっとらんな。Я частями делаю. За один заход это долго будет, пока одна четверть боссов сделана. Потратил 1,5 часа, что в целом немного. Ну, удачи тогда с этим всем. С монтажом, с видосом и со всем. Так, уничтожьте сведения. Так, это окей. Тут еще 2 чего-то есть. Crimson Desert это прям ММО по ощущениям, только одиночный. Сюжет такой же, простой и банальный, как во всех ММО, боевка, как в ММО. Так что если не нравится ММО, то Crimson Desert лучше пропустить. Но я хочу хотя бы заценить, хотя бы на один стрим посмотреть. Зайдет ли мне, будут ли смотреть и так далее. どうしたトミー？ Если что, можем и пропустить. 実は Теории. 仲間の密偵がしばらく姿を見せてなくて。珍しくはなかろう。最後の知らせがあったのはどこじゃ？明石だ。その最後の知らせとやらがなければ気にかけることもなかったんだが、つまり村人が消えるとの知らせがあった。妙な気配がするともあったから、その密偵も巻き込まれたんじゃないかと思って。分かった。では調べてこよう。気をつけてくれ。何やら嫌な予感がするんだ。Это где? Так, всякие квесты появляются.
И еще один. Ага. Мираж еще хотя бы был интересен. Там хоть ассасины были. Ассасины в Ассасине, да. Это то, что сейчас может удивить в этой серии. Но это если именно эту часть брать во внимание, то да, я согласен. А если еще тут атмосферу брать, внешний мир, персонажей там, саму культуру, кому там японская культура может очень нравиться, природа, тут все, это мне прям, тут все кажется очень красивым, просто максимально. なあ、共に牧野寺に行かんか。冥蘭棒術の宗家にして墨絵にも優れる方が滞在しとるそうだ。その教えを学びたい。なんと棒術を習いたいのか？宗家の冥蘭殿は無双なのだ。棒一本で100人の兵と戦えるというぞ。 100人の兵じゃと？確かに直江も強いが、棒術は誠の格闘術なんじゃ。棒術は古来の武術じゃ。うまく使えば役に立とう。よし、なら行こう。墨絵も描いてくれるかもしれんぞ。では行くか。安家もここに来るよう書きつけを残した。 Ладно. Перед стримом я немножко вспомнил управление, боевку, что тут как делается, чтобы на стриме не страдать. Но буквально самую малость. По настройкам тоже немножко пробежался. Глянул, все ли нормально 私も настроено. 幼き頃に似たようなことを考えたが、すぐに無理じゃと悟った。考えとるだけではかなわぬぞ、直江。ではお前は叶えられる。棒 Ой-ой-ой-ой. の使い方を習うなら、敬意を持って扱うことじゃ。 Это нам немножко путь преградили. 分かった。この人たちもみんな寺に向かっとるのだろうか。そうじゃろうな。 Я вот жду еще очень сильно этот ремейк или не ремейк, или что там получится Black Flag, который делают уже фиг знает сколько времени. Black Flag это вообще одна из моих любимых частей, наверное. Хоть и там тоже ассасинов не то чтобы много, но это как игра про пиратов больше. Все равно она мне прям понравилась. Были мысли когда-то даже перепройти, но раз уж там готовится этот ремейк, то я лучше подожду его и уже его перепройду там. Хотя, может, хотелки все равно сильнее будут, и перед этим старую пройду. Не знаю, не знаю. ああ、かたじけない。どうした？困っておるようじゃが。 Привет, 師匠 Вер-Вер. のメイランが姿を消したのです。先生が？もうじき寺で稽古なのですが、メイランがおらねば稽古はできませぬ。それはなんと間の悪い。諦めるわけにはいかん。先生を探そう。この森は危ない。恐れ知らずの無法者どもが救っておるのでな。寺に行っておれ。この坊様についていくんじゃ。私はメイラン殿を見つけたら連れて行く。 Такс. Ладно, это я оставлю все на потом, может быть. Мне сейчас наконец-то надо туда, ради чего мы и собрались. На DLC. То все эти новые штучки я посмотрел. Теперь мне куда? Вот сюда. Окей. Сейчас выпустят какой-нибудь Assassin's Creed Таджикистан и пойдут бутылки на улицу собирать. Звучит чуть-чуть даже интересно. Assassin's Creed Таджикистан. Вроде слив от третьей части джедаев был. Да? Не слышал, не видел. Любопытно. Это я тоже хотел бы пройти как-нибудь, когда-нибудь, когда выйдет. А то второй проходил, первую смотрел.
Хорошо гуляете. Кстати, от Силксонга отдохнул? Ну, как сказать. Пару дней немножко отдохнул от всего вообще, не стримил ничего. А что ты предлагаешь? Опять мне в Силксонг идти или что? От Силксонга отдохнул, теперь что-то другое будем играть. А с Hollow Knight у нас пока все, ждем DLC. Пагатфон, тебе тоже привет. Фонакфон, господи. Я с каким-то другим ником все время тебя путаю, извини. Привет тебе, привет. Это на Твиче какой-то похожий ник, по-моему, был. Не путаю. Илксонг, все, до DLC. Именно так. Больше нечего делать. Но это я знаю, мне интересно, отдохнул от него уже или нет. Ну, так. 直江よしでは行こう Да, в этой части про Таджикистан надо будет скрытно пробираться на поезд, чтобы приезжать в Россию кирпичи таскать и такси водить. Но главное, что под прикрытием, в капюшоне со скрытым клинком, это самое главное. А что ты там будешь делать, это уже такое. Они как будто уже в остальных играх таким методом и занимаются. 慌てずとも幕開きはまだじゃ。 Ну, не знаю, пантеоны, например, ХК или Силксонги. Силксонг через моды. Ну да, 美 конечно. しいところじゃな。 Нечего мне делать. 景色でなく人形芝居を見に来たんだぞ早く人形芝居が始まってしまう大丈夫じゃ。遅れはせん。お狐様は信じてはならん。知恵がありすぎて人を騙す。そうとは限らんぞ直江ずっと守ってくれたり誠の友になったりすることもあると聞く Смотрите святилище. О. Сейчас осмотрим. 人形使いがまだ支度をしております始まるまで本物の鬼には会いとうないな。怒った時の直江を見たら鬼の方が怖がりそうだ 恵比寿様、聞こえますか恵比寿様は耳が悪いゆえ大声を出さねばならん。 Со скрытым насваем. В человеческом кармане. Со скрытым фарлумским чудом. Ну шо кому?「あの娘恋の池に手守りを落としたらしい取り戻してやってくれんか さすがだな 私を鬼だと言っておったのは誰じゃ？ Все, もう始まるぞ иду. 皆様どうぞお聞きくだされ。これは淡路が島に伝わる海を越え来たる乙女と
強欲な忍びにまつわる壮大な物語。Даже знаю одну интересную игру. Такой можно даже поиграть с другом. Спасибо, конечно, но... Возьму на заметку просто, и все пока. Похвастаюсь, у меня на столе Kinder Country. Везет тебе, киндеры у тебя. Хвостун, ишь какой. Я играю. Люблю сладенькое. А кто не любит? Не такого начала DLC я ожидал, если честно. Диабетики? Ну, чё вы придираете?噂は風に乗りて乙女の麗しき姿、権勢極むる御方々の御耳に届きける。やがてその乙女、島を治むる御方にお目見えかないにけり。Вы уже там империи создаете. Весело у вас там в чате.乙女はやがて城の主と巡り合い、心を通わせる仲となりにけり。А у нас какие-то истории тут. その後、乙女は島の民にもこよなく慕われ、縁の意図、いよいよ深まりぬ。やがてその乙女、島を蝕む災いを打ち払わんと、忠義の使とその友らを召し集めたり。恐れを知らぬ勇士が島を駆け巡り、その覚悟、まこと刃のごとく揺るがず。盗賊にのぶせ、悪しき輩にさえも勇士らはひるまず対峙せり。Пока по ощущениям этот ассасин какой-то кринж. Но мне начало пока тоже не очень нравится. Надеюсь, дальше будет что-то нормальное. В основной игре-то там тоже моментами было что-то интересное, моментами не очень. Я-то тут еще и спустя почти год уже ничего не помню, и отрывая от основного сюжета уже все кажется каким-то еще более странным и несуразным. Ой, это что за игра с видом сбоку? Сейчас давайте еще нам тут Hollow Knight устроим какой-то.
されどその覚悟何人もくじくことあたわじ。 Судя по камере, сейчас кто-то выпустит слона. Ну реально, сейчас как будто Assassin's Creed Chronicles какие-то мы допустили. かの者ら島に安寧をもたらし、果てなき善と悪との豪華のさなか、刹那の安らぎが訪れにけり。乙女と勇士らの気づき安寧をよして住む者ども中にはありけり。Как хорошо, как смачно бьет. Аж шапки летят. Кровь еще какая-то странная. Как будто ленточки летят. Хотя это же типа выступление, так и должно быть, наверное. Так, два здоровяка. Кто круче?心重き勇士たち、それを打ち伏せ島に再び安寧をもたらしたり。されども安寧とはいつの世も儚きもの。横島なる忍びの襲来によりてたちまち安寧は破られたり。欲に突き動かされし忍びの眼、淡路が姫し宝へ向けられけり。Да, ё-моё. Угу. Что не так, господи? Вообще отвык от управления, что ли? Наконец-то. 欲に駆られし忍び、世に並ぶ者なき宝求め森越え暗くぐり、ひた走ることやむなし。 Так, надо будет называть Assassin's Creed Chronicles Японии. «尋常ならぬ身のこなしを授かりし影の者から逃れられし者はなし。思い及ばぬところに身を隠し、火を見て討ち入らんと一刻を待ち続けたり、忍びは怨霊のごとく何にも気取られずこの地をさまよいている。
Это как обучение какое-то, что ли. Думал, нас вначале сразу в какой-нибудь ад пустят. DLC будет драйвовый, а тут вообще происходит все не то, чего я ожидал. 忍びはしじまを友とし、後に従うはただ闇のみ。忍びを止める術はなく、影のごとく淡路の要に忍び寄りけり。Это все DLC. Ну, DLC где-то на 2-3 часа 歩が進むたび、 или больше. 渇望せし宝に迫りけり。 Где же тут остров, на который мы должны были уплыть? 忍びを見たというものあると、いつの間にやら影もなくして消え失せたり。 Сейчас кто-то слона реально выпустит. Я прям ощущаю это уже. «ついに忍び乙女の居城へたどり着きけり。 Беспалевно. Похоже, кто-то использовал фарлумское чудо. Да даже Shadow Tactics больше на ассасинов в Японии походит, чем это. Есть немного. 忍びの欲は尽きることなく、また恐れをも知らず。 После анонс джедаев 4 мая будет. Ага, еще месяц. Окей.隠し刃を携えし忍びの女、島に深き嘆きを呼び起こせし。されど乙女は忍びの来たるを見抜きて、かねてより罠を巡らせけり。
Может, ну его.かくして悪しき忍び出ることかなわぬ牢へと常しえに封じられにけり。 Скажите, что это все. Ну, в смысле, не все DLC, а вот эта вот мини-игра какая-то с видом сбоку вообще неожиданно. Шиноби, もしやお母のことかも。母上はあの恐ろしい忍びだったのか。使っていた武器を聞いたじゃろう。それでどうするんだ。淡路へ行こう。お母がいるなら探さねば。 Наконец-то мы отправляемся на этот долбанный остров. Next DR через неделю. А за жду подарок релиз твоей игры. Я тоже, мы все ждем. Как там прогресс продвигается ли, кстати? Давно тоже не спрашивал. Аважи、あの人形芝居の誠の話なら、お母はこの島におるはず。Так. Ага. Нам сюда. Мой художник пока в стадии сна. Как только будут текстурки, процесс разработки быстрее пойдет. Ну, дерзай, дерзай. А что, Азали игру делает? Ну да.
Я занимался как-то ленивой разработкой браузерки. Ничего не делал, просто смотрел, как ИИ делает игру. Фу-фу-фу-фу-фу. Понятно. 腹黒いよそ者が入り込んで何を失礼する。うるさい見せろ。 А чё все такие неразговорчивые? Ну, по нему видно, да, что он самый изговорчивый тут. А чё ж она спрашивает, как будто одних бомжей только? Еще одна. О, сколько значков вопросов. Ума сойти. А такой маленький остров казался. Ага. Oh, yo. あんな頑丈な塔は初めてだ。あれなら忍びも出られるもんか。それでお国様は何だって？侍屋敷に使いを出したが、数国経つのにまだ戻らねえ。それなら直に聞きに行こうぜ。いや、待つ方がいい。お国様の機嫌を損ねたら一大事だ。侍屋敷への使い、調べてみるか。なるほど。物々しいな。 Так, как у Рега это надо открыть. А, она уже типа открыта. Ладно.誠に申し訳のうござりまするが、その酒はただいま切らしておりまして。この足に無礼を働く気か。捕らえた忍びと一緒の檻に入れてやるぞ。はっ。しけたところになぜいられるか。捕らえた忍びとはお母のことじゃろうか。もっと調べねば。じゃがこちらに気づかれてはならん。洲本城の奥深くで脈打っておるようじゃ。ほんまるで遠い昔のことのように思えるが、かつての三好と毛利の下では平穏が続いた。今は明日をも知らぬ。Так, вы там, смотрю, активно обсуждаете вот эти штучки с ИИ. Да уж, согласен, это та еще тема. Скандальная.
Она точно не выделяется. Вообще. Сама незаметность.見られんようにせんと気づかれたら厄介じゃ。見つかってはならん。 Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой. 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 Одному кажется, что у стримера игра подлагивает. Да, но я могу перезайти опять. Попробовать, чтобы у вас что-то может поменяется. А, поговорить со стражником. 一人。おい、痛い目に遭う前にとっととここから出ていけ。先ほど忍びの話をしておったな。面倒事が次から次へと。行け。はようせよ。話を聞かせてくれるならば礼はするぞ。なんだ、話がわかるではないか。あの女は洲本城の天守閣におる。もう何年もな。そうか。Так, сейчас перезайдем тогда. Как же я прям ощущаю, сам себя слышу, как я в нос говорю. Прям такое себе ощущение заболеть сейчас. Так, ну давай уже, давай. Ты, наверное, единственный стример, который стримит почти каждый день выпускает. Ну, 2 дня вот стримов не было вообще никаких, а так просто так совпадало, что вот каждый день они были, а до этого бывали времена, когда стримов месяц не было тоже. Это ты просто на такой
момент на канале прибыл, когда вот они каждый день были по Силксонгу и по остальному. А так это далеко не всегда такое бывает. Так, прекрасно. Мне что-то тут начинает выкобениваться игра. Айн момент. Единственное, чем мне прям зашла Crimson Desert, это то, что там можно зайти в любой дом. Прямо как в детстве мечтал Сан-Андреас сделать. А еще я у кого-то из дома спер кошку. По приколу. Блин, я бы тоже так сделал. По приколу. Так, включу эту музыку хотя бы. На фоне чуть-чуть. То в тишине ждать эту игру, блин, 100 лет. Ой, игра, давай, не морочь мне голову. Ну, что, еще 100 лет ждать, что ли, блин? Надоело. Извините за эти технические штуки. Как всегда, непредвиденно и не вовремя. Так, вроде запускается, наконец-то. Надеюсь, с FPS все станет нормально. — 13 градусов жарковато. Но у нас пока еще так. Среднячок. Еще не то чтобы жара. Еще можно в курточках ходить. Но вскоре, наверное, уже станет тоже потепление. Такс. У Саши вообще 25. Оу, там вообще уже лето почти. Игра прошла форма. Ну, чуть-чуть, да. Не люблю такие моменты. Вот когда там в Резиденте у нас вначале были технические неполадки, тоже был очень отвратительный момент. Сейчас вот опять что-то начинается подобное. Форум, напоминаю, DLC по Силксонгу в этом году. Я в курсе. Я в курсе. Сидим, ждем и ждем. Ждем и ждем. Так, ну. Что-то, мне кажется, не прошло, да? О, как будто только хуже стало. Или оно сейчас отлагает? Нету FPS. Вот и мне тоже так кажется. Ладно. Сейчас кое-что другое сделаю, более радикальное. О, господи, ненавижу такие моменты. Может, путь боли в ХК? Ага, деньги вперед только.
Иначе никаких других вариантов быть не может. Денег нема. Ну и путя боли тогда тоже нема. А самому я его проходить не буду. Никогда ни за что. Ради бложки? Нет. Даже ради большой бложки. Так, ну если это сейчас не поможет, тогда я не знаю. Что, блин, случилось? Сегодня вообще, я смотрю, в целом с интернетом какая-то фигня. Может, это не с игрой даже, а у меня со стримом, с интернетом что-то общее сегодня происходит. То еще до стрима я видел что-то довольно-таки странно было сегодня. Хотя вне стрима я игру запускал, все было супер. И отлично. Откуда у него деньги? Он еще толком писать не научился. На то и расчет, что все, тема закрыта. Что даже не просите. Предлагаю закончить стрим за 15 минут до финала, чтобы потом сделать стрим на 30 минут. Такое предлагать нельзя, такое только случайно может произойти. Так, ну, еще попыточка. Ох уж эта музыка, забавный ремикс, но оригинал больше нравится. Я тоже так думаю, но оригинал к этой части про Японию немножко не в тему был. А это хоть как-то. Так, сейчас проверю. Если все окей, переключаюсь и продолжаю. Он уже страдает, играя в это чудо. Я страдаю только вот от вот этих FPS, которые, не знаю, сейчас пройдут, не пройдут. Если пройдут, то страдания на этом закончатся. Не, ни черта что-то не помогло. По-моему. Не знаю, что происходит сегодня с игрой. Может, стрим влияет так сильно, что ли? До этого же никогда так сильно прям уж не влияли. Чуть-чуть влияли, но не так уж, что прям без стрима все работает окей, а со стримом уже прям 20 FPS как будто. Так, музыку забыл выключить еще. Так. Дуют музыку как могут. Это да. Это уже, блин, из этих ремиксов миллионы, наверное, было. Для каждой игры свое. Все, что хорошо проверенное старое, все прям по максимуму дует. В каждой части ремикс этой музыки делают. Да-да-да-да-да. На самом деле мне японская больше по вайбику нравится. Да ну.
Хоть что-то тебе тут нравится. Удивительно.用心して進まねば。 Эх. Чуть-чуть. Не-не-не-не-не. Ну давай, ну ты же можешь. О. А где крюк? А что тут крюк нельзя сделать? А как так-то? О, было вроде. Ага. А ты страдал в DLC Horizon? Ну, только если иметь в виду концовку там или в целом вторую половину DLC, то, наверное, можно это так назвать. Оригинал прям очень классно на историю Эцию ложится. Это да, это легенда. Мне нравится в целом сеттинг Древней Японии. Самураи там всякие, то все. Мне вот тоже. Поэтому даже несмотря на то, какая эта игра по итогу получилась, такая и сякая, но я давным-давно уже ждал Ассасина в Японии. И когда увидел, какого они тут сделали, Ассасина, какая игра вышла, я, конечно, мягко говоря, расстроился, очень мягко говоря. Но культура, прям вот это вот все меня немножко больше завлекло, поэтому я хотя бы все равно ее попробовал и по итогу даже и прошел кое-как. Он уже страдает, читайте сообщения. Но некоторые, да. Некоторые сообщения, читая, я уже страдаю. Секера я не вытянул. Огромный мужик в колодках победил. Я ливнул с позором. А я вот прошел. Я в целом соусы обожаю. Любые. Хоть и Секера у меня не на первом месте, если что. Ну, тоже нормально. Неох вот еще тоже вроде Souls-like, про Японию там что-то, но мне вообще не понравился, максимально не понравился. Худший Souls-like в моих топах. Все вот эти неохи. Вот Вуконг очень понравился. На стримах с удовольствием прошел. И оптимизирован хорошо был, и игра в целом нормальная. Хоть и про обезьяну, но все равно. Не очень сложная даже. Прям классная была. Перед Секера в очереди 3 Dark Souls. Третий Dark Souls. Dark Souls это моя прям любовь. Обожаю все Souls-лайки. Соусы, то есть классические вот эти. Не Souls-лайки, а именно Dark Souls. Я его никогда не проходил даже. Жду зарплату и беру его. Он многовато стоит как-то.
Но, надеюсь, не пожалеешь. Третий Dark Souls это единственный, в который я играл. А это жаль уже, это уже жаль. Их уже за последние года столько, блин, понавыходило всяких соус-лайков. На любой вкус, что с ума сойти.あの囚われ人がこの城におると思うと胸騒ぎがする。 Муконг и Ниох вроде китайские. Муконг, да. Ниох вроде нет. Ниох вроде японский. いつか逃げられるぞ。わしはあの女より殿のご側室を恐れておる。まこと頭が痛いわ。言われてみれば、もうしばらく殿のお姿を見ておらぬ。 Я отойду, не знаю, вернусь, нет. Давай. До остальных Dark Souls'ов лапы не доходят. Второй, говорят, так себе, а первый достаточно старый уже. Достаточно старый, но мой любимый, тем не менее. Где тут лестница, блин? Первого ремастер есть, кому? Ну, для кого-то даже ремастер уже такой себе. Вторая часть лучшая часть Dark Souls'ов. Но это уже субъективно. Я многие мнения слышал. Для кого первая часть лучше, для кого вторая, для кого третья. 助けに来た。直江がそんないかん。なぜここへ来た。生き別れた娘が大事な母を救うため自ら死地へ飛び込んだ。直江、人形芝居は気に入ったか。お前のために作らせたのだぞ。傷つけたら望むものは渡さんぞ。二人きりにしてやろう。積もる話もあろうしな。よく考えることじゃ。名を名乗れ。わらわは木村国。覚えておくがよい。淡路はわらわの手にあるのじゃ。Вуконг я так и не допрошел. Мужик с топором меня победил. Я качался через клонов. Его броня, клоны его просто не пробивают.
Мужик с топором. 人形芝居も私を呼び寄せ Я るた уже и め не помню. Что за мужик с топором? おかん顔をよく見せておくれ。大きくなった。 А, этот мужик с топором. 最 Точно, 後 да. に見た時は Мы же обсуждали его まだ даже. 幼かった Понял, понял, да, да, 気 да. が強くていつも泥だらけになって。 Мы же его уже обсуждали. Он с графикой и на движке третьего сделал. Ну, на то он и мой любимый. 死んだものと信じ込んでおった Хоть там и самые мерзкие локации, как для меня, из Сука. всех 3 частей, но в целом マサヤスの意志を для 継い меня だの первая じゃ часть самая любимая. Как и Ведьмак первый для меня самый どん любимый. な最後を Хоть и самые старые, но самые любимые для меня. И атмосфера, и музыка, и в целом. Я в Dark Souls 3 DLC не прошел даже. Поимели 2 демона, которые боссами являются, словно должно с 2 боссами биться одновременно. Это я помню этих тварей, да. Это еще до Мидира не дошел. Он же в DLC тоже. Вроде как. Улыбается, значит, добрый. Да-да-да, небожитель. Ага. Как я понимаю, я тут лишний. Что ты взял? Саша не церемонится. Ну, как всегда.「そうか、苦労をかけた。私がその場におれば。」お父の仇は残らず撃った。まこと立派な男であった。いつかしっかり弔うてやらねば。お母は今までずっとここに。うん。国が私を生かすのは剣のありかを聞き出すため。最後の神器。他の2つ、宝珠と鏡はすでに手に入れておる。ならばあと一歩じゃ。お母、2人で共に3つの神器を揃えよう。本当に立派になったな。ありがたく力を借りよう。とはいえ、まずはここから出ねばならん。大事ない。すぐ助けが来る。頼れる仲間がおってな。А во втором Dark Souls есть босс, который 3 одновременно. Там весело. Было такое. Я уверен, что там DLC классные боссы. Но я Бабадзаки хочу удар с задержкой. За этих 2 боссов нанести, откинув его болотом. Это я тоже. Я присоединяюсь. Можем вместе ему этот удар сделать. Камбуху. 木村国と腹心たちの仕業にござります。いつまでも奴らの好きにはさせぬ。洲本城へ忍び入るに必要なるものはすでにお渡し申した。秘密の抜け道なれど危なき道ゆえ油断なさらぬよう。いつもは正面から攻め込むが、こうした道があるのを覚えておこう。どの道を行くにせよ、どうかご分を。Я первый Dark Souls забросил на демоне Капра. Ты чего? Это же почти начало. И столько всякой жести не увидел. Чумной город там, канализации. Вот это вот все мое любимое в скобочках. Кучу противных боссов, кучу противных локаций еще. Замок с ловушками. Путь боли на минималках. Это же все красота. Все впереди.
Так, теперь мы играем за этого. И сейчас опять будем идти танчить. Всех разносить. Ассасин опять отходит в сторонку. Мне было 14, а там босс, комната 2 на 2 метра и 2 собаки. Ну да, это частая фигня с этим боссом. От многих слышу, что это, наверное, самая маленькая арена с боссом, которая вообще была. Вроде бы. Еще и собаки. Ладно, еще бы собак не было, еще и собаки. Но когда узнал там один абуз, то потом всегда только ими пользовался. И с этим абузом босс за одну попытку почти мог проходить. Но вот без абуза это да, это было проблематично. Я просто не выкинул. А в будущем нет желания дубль 2 сделать, попробовать еще. О, засада. Замечательно. Рубим всех на кусочки. Никому нельзя доверять. Ладно, я пойду. Давай, удачи, Вервер. Спасибо, что был. Я жалею только о том, что пропустил большие сиси принцессы. Ну, самое главное, наверное, да. Я лет 9 заходил в DS1, испугался первую нежить для обучения и вышел. Самое смешное, что первая нежить в тюрьме даже не атакует. Ну да. Ага. Он не пролезет. Или пролезешь? Ну, разве что вот так. Так, у меня же есть еще одно оружие. Что-то я им не пользовался давно. Пустите. Что за дверь бронированная? Или мне не сюда сначала?
Ему бы большие удачи подошел, а не катана. Но тут на выбор много чего есть. И у Наои, и у него много чего есть. Из стрелкового лук и темпо только, а из ближнего Окатана, Нагината, Канабу. И все вроде. Это у Наои там еще больше. Там и палка, и куцаригама, и катана, и маленькая катана, и что-то еще вроде. Боже, завалено все нафиг. Да, сюда по-любому не надо. Наверху ничего. Ну что, ты не можешь с ноги выломать эту дверь? Делов-то. Ну, алло. А может там надо было на эту фигню наверх подняться? Я вот не обратил внимания, кстати. Ну-ка, ну-ка. Не, ну тут наверх вообще никуда. Тогда я в замешательстве. Рэп зачитает и спать ляжет. Это про кого? Яски пушку? Он такой, он может. В своем сюжете он там творил чудеса. Тут даже нигде никакой бочки нет, чтобы взорвать что-то. Или есть? Нет. Ничего тут нет. Я надеюсь, что эта не игра забагалась. Ну нет, ни действия никакого нет. Ни удара не работают. Что за фигня? Либо я что-то не понимаю, либо реально забагалось что-то. Такой скрытый проход, что аж ни черта тут нет. Ой. Я верю в то, что он, Сан-Андреас, должен быть CJ-ем бегать. Перепутали игры. Ох уж эти шутки. Я еще в оригинале, по-моему, такие шутки слышал. Про этого главного героя. А еще я смотрю, по FPS ни черта не прошло опять. Давайте, может, не будем страдать реально, потому что, во-первых, FPS божественные, во-вторых, какой-то тупиковый момент, не знаю, гуглить сейчас даже не хочется, время еще тратить на это, в-третьих, в целом, игра какая-то сомнительная на данный момент, пока что, по крайней мере, все идет как-то не очень интересно. В-четвертых, у меня, блин, вот это ощущение в нос говорить мне прям вообще не нравится. Прям неприятно разговаривать, как будто вообще говорить не хочется ничего. Все в совокупности, блин, сплелось, и такой себе стрим какой-то сегодня получается. Но самая главная причина, проблема, это как раз с FPS. Вот эта фигня, которая не проходит, и стримить дальше в таком состоянии вообще неприятно. Вам там, наверное, на стриме это тоже очень хорошо видно. Чем мне. Я играл в Rise of the Ronin. Один стрим. Мне не понравилось. Ну, больше даже тем, что там оптимизм был тоже отвратительный. Не знаю, как там сейчас, может, уже получше сделали, но когда я там на один стрим запустил, там прям с FPS была такая же фигня, как у нас сейчас, вот. Все очень лагало, и все очень было плохо. Как бы я там по настройкам не пытался, все было плохо. И не только у меня, я там слышал отзывы, на выходе были тоже отвратительные. У всех. Сейчас не знаю, как там. Но тогда один стрим попробовал, и все. И на этом закончилась для меня эта игра. Кстати, Ясуке — это реально единственный черный самурай. Да, это я тоже слышал много раз.
когда основную игру проходил. Потом еще видосы какие-то смотрел, но немножко. Да, давайте на этом все-таки закончим. Стрим целых 1,5 часа шел. Даже что-то мы даже успели поиграть, а не только страдали фигней. Какую-то малость. Не знаю, если вдруг починится у меня тут все, то будет второй стрим, на котором мы, может, даже допройдем это DLC до конца, а то оно все равно очень короткое. Мы тут какой-то там час, но все-таки поиграли, что-то прошли по сюжетке. А если вдруг что-то еще будет, то, может, на следующем и пройдем до конца, если все починится, я надеюсь. Я еще посмотрю. Историческая личность, ну да. Я в обзоре слышал такое. Ну, я обзоры не смотрел, но некоторые видосики так посматривал чуть-чуть, и там тоже об этом говорили, да. Это у Клим Саныча узнал. В обзоре человека, который свой канал на Ассасине построил, сочувствую ему. Ну да. Печальная история тогда получается. С Ассасином этим. Ладно, спасибо всем все-таки, кто был, кто заходил, кто, может, молча смотрел, в чате ничего не писал, кто в записи, может, будет смотреть этот странный стрим. Тоник называется канал. Ага. Запишем. Вот. Дальше. Спасибо всем, кто ставил лайки на ютубе. Вдруг кто в записи может будет смотреть. Да, это я уже сказал. Если будет продолжение, то до встречи на продолжении. Если нет, если не починится, я не знаю. Может, этот стрим я вообще потом удалю в будущем, если реально не продолжим. Но я постараюсь починить, чтобы все на следующий стрим было нормально и прошли до конца. Все-таки это долбанный DLC. Гештальт все-таки хочется закрыть. Вот эти технические штуки постоянно не дают. Удачи и вам всем. Давайте. Спасибо, что были. Удачи и до встречи.